Здравствуйте! 20 лет – это мой путь к русско-английской школе в Лондоне. Глубоко личная идея с годами переросла в создание коллективного творчества многих людей разных языков, национальностей и культур. Знакомьтесь. Юля, добро пожаловать. Мы будем на «ты». Знаем друг друга очень давно. На самом деле мне очень приятно, что именно ты открываешь наш проект «Лица». Замечательный художник, иллюстратор, близкий друг и чудесный человек. Ну, давай сначала о себе. Где ты родилась, где ты училась, работала и как оказалась в Англии? Так, ну, я родилась и выросла в Москве. Всю жизнь, насколько я себя помню, хотела быть художником, поэтому я как бы с самого младенчества, ну где-то начиная лет 7, уже ходила во всякие художественные студии, там Дворец пионеров, художественная школа, потом Московское художественное училище имени 1905 года, как-то тогда оно так называлось, сейчас помню, там какие-то еще дополнительные слова появились. Вот. Но на самом деле в 5 классе, я помню очень точно этот момент, я поняла, что я хочу заниматься мультипликацией, то есть сейчас это называется анимация, тогда это называлось мультипликация, и участвовать в создании мультипликационных фильмов. Вот. И, соответственно, после окончания училища я попала на Союзмультфильм, где провела абсолютно всего 4, к сожалению, но очень-очень счастливых года. Вот. А потом так получилось, что в последний год моего как раз там пребывания приехали парочка английских мультипликаторов. У нас был совместный проект, не с моей группой, а с другой съемочной группой. Уэльская какая-то, значит, сказка с большим количеством лошадей. Вот. И Колин как раз был в этой команде, которая приехала из Англии. И, в общем, мы познакомились, ну и все. А дальше уже через год я приехала в Англию, и дальше я уже тут. И в тот день, когда этот эфир выходит как раз, примерно плюс-минус 1 день, ровно исполняется 30 лет моего пребывания здесь, в этой стране. Да, так что... Угу. То есть ты даже еще сумела поработать на Союзмультфильме, но это легендарно. Да. Это была моя мечта, и я надеялась проработать там всю жизнь, как многие люди сделали, но вот судьба распорядилась иначе. Прекрасно. Объясни в нескольких словах вот, атмосферу творческую Союзмультфильма, вот такой обыкновенный, обычный рабочий день. Ну, я была влюблена в Союзмультфильм, я была же очень-очень молоденькая, я пришла туда в 19 лет, я была абсолютным ребенком, который еще и выглядела лет на 14, и я просто наслаждалась, для меня каждый день был праздник, при том, что работа была достаточно тяжелая, то есть я в выходные не знала, что с собой делать просто, мне очень нравилось работать в команде, быть частью процесса. Одновременно на Союзмультфильме выпускалось в год, я сейчас не помню, штук 10 или 12 фильмов, я уже сейчас точно не помню, но довольно много. Я работала на Союзмультфильме не там, где куклы, а рисованном, и там был человек 500 народу, и, конечно, ходили эти прекрасные режиссеры, художники-постановщики, корифеи наши советской мультипликации, работы которых я знала, обожала. Я все время сидела в актовом зале, смотрела мультфильмы, меня оттуда было вообще не вынуть. Поэтому это было очень счастливое для меня время, конечно.
Вот, поэтому для меня атмосфера была прекрасная совершенно. Ну, опять же, вот как бы через мои вот такие глаза восторженной юной девушки. А что-то подобное вообще существует, какие организации такие сейчас в мире? Вы же еще также и работали, не ты, но твой муж, я знаю, в Америке. Да, ну это, да, мы уезжали в Америку на почти 5 лет. И он работал как раз вот на студии Industrial Light Magic, вот где Джордж Лукас. Вот. Нет, там другая атмосфера совсем. Ну, во-первых, это компьютерная анимация была, то есть это уже другой, каждый сидит со своим, значит, компьютером. Вот. И, насколько я понимаю, там как-то все немножечко уже по-другому было. Так сказать, Союзмультфильм был, конечно, уникальной студией, но они и сейчас есть, но там тоже уже все изменилось, конечно. А художественное образование, по твоим ощущениям, может быть, опыту, так как ты, естественно, образование получила художественное в России, здесь живешь в Англии очень уже много лет, просто по твоим ощущениям и наблюдениям, чем отличается в общем русское или российское образование от западного именно художественное? Ну да, как вот ты уже сказала, я училась только в России, я в Англии не училась, ну как-то не чувствовала, что мне это нужно. Я должна сказать, что нам очень повезло, я считаю, моему поколению и старше. У нас было чудесное образование, очень-очень хорошее и очень качественное, вот, и к тому же бесплатное. Получить образование 4 года профессиональное, по-моему, это большой совершенно подарок, и нас учили прекрасно именно базовым вещам, то есть рисунок, композиция, техники, да, живопись. А дело в том, что если у тебя есть вот эти базовые навыки и знания, то потом ты можешь на них уже построить, в общем-то, любую карьеру. Это, мне кажется, то, что сейчас здесь на Западе немного отсутствует. Но опять же, я это говорю, я не специалист, но вот те несколько показов каких-то английских, там, Сент-Мартинс или там Академии художеств, что-то такое, я видела студентов выпускных, они меня очень удивили своей непрофессиональностью, то есть там люди занимаются как бы творчеством, но творчество в понятии немножко другом. Творчество не основано на действительно каких-то крепких знаниях и просто элементарном хорошем умении рисовать, если честно. Вот. Поэтому мне кажется, не знаю, как сейчас в России, но вот у нас школа была совершенно прекрасная. Скажи, пожалуйста, есть во многих странах отсутствие хорошая традиция дополнительного образования, то есть куда ходишь, там художественные школы, музыкальные школы, куда ребенок ходит после своей основной школы, это может быть 3-4, у нас, как ты знаешь, 5 раз в неделю было. Вот вообще это нужно? Вот как ты, поделись своими Ну вот я сама закончила, несмотря на то, что я всегда рисовала и знала, что это как бы моя дорога, закончила при этом параллельно музыкальную школу по классу скрипки 8 лет. Меня туда засунули, не спрашивая, в 5 лет, просто потому что эта школа была у нас во дворе. И даже при том, что я хныкала и говорила, что ой, где-то типа у меня нет детства, потому что была английская школа, было рисование, естественно. Музыкальная школа. И музыкальная школа, да, вот это все вместе. Я с тоской смотрела на детей, которые там внизу бегали по двору, и периодически хотела все это, по крайней мере, музыку бросить, но мои родители, они меня уговаривали, говорили, ну еще годик, ну ты уже столько там научилась и так далее. Вот. Я, будучи девочкой послушной, я в результате это продолжала, пока не закончила, и в результате даже осталась еще потом сама на 1 год играть в ансамбле скрипачей, у нас был совершенно потрясающий ансамбль. Вот. И что я хочу сказать, опять же, повторяю, знаю, что я никогда не пойду в музыку, у меня нет, наверное, никаких особых талантов, но это мне очень помогло, это помогает развитию мозга, безусловно, и даже невозможно объяснить конкретно, как это помогает. Но я понимаю, это развивает просто какие-то, я не знаю, какую-то чувственность, какие-то эмоции,
какую-то, я не знаю, чувствительность к окружающему. Ну, вот мне кажется, это очень мне помогло. И, конечно, я знаю, что все мои школьные друзья, живущие вокруг в том же дворе, все ходили в эту школу, все играли на разных инструментах, никто не стал музыкантом и не собирался, но у нас у всех есть эти знания, и мы все любим музыку, и мы там ходили в театры, на концерты и так далее, и так далее. То есть это образование, мне кажется, да, это довольно важно. А музыка присутствует в твоем творчестве? Нет, нет, каким-то образом, может быть, ты слышишь? Нет, она не присутствует. Мало того, я даже не могу работать под музыку, потому что она настолько сильно на меня действует, она меня отвлекает, очень сильно меняет мое настроение. Я могу работать под любые самые дурацкие какие-нибудь сериалы или радио, или там спектакль у этого микрофона, но под музыку не могу совсем. Не нужно было ходить в музыкальную школу. Не надо было ходить. Да, нет, но она есть. Я говорю, я не могу объяснить как, но она абсолютно точно меня как-то развела и обогатила мою жизнь, да, безусловно. А в художественной школе, ты же ходила в художественную школу, вот сколько раз в неделю ходили и что там преподавали? Ой, художественную школу я проходила, художественную школу номер 1 на бывшей улице Кропоткинской. Я туда поступила где-то лет в 13, по-моему, но я там проучилась только 1,5 года, потому что почему-то из всего моего вот этого вот постепенного художественного образования она была самая бесполезная, ну или вот лично для меня. Там была живопись, рисунок, композиция, я уже плохо помню, потому что это было очень давно. Но как-то мне было скучно, и я там не развивалась. И был очень смешной эпизод, когда мне подарили где-то вот в этом возрасте, лет в 13, родители мои первые масляные краски, и я написала рыбу, горбушу в полный рост. Вот такой, значит, большущий картон. И там была вот эта вот рыбина целиком, рядом костяной нож, и я ее такой реализм был, конечно, меня никто не учил маслом писать, ну, как бы написала. Вот, и принесла это в школу, повесили на выставку. Вот, и мама мне потом рассказывала, что подходили к ней педагоги и говорили, что, ну, явно же, что за ребенка кто-то нарисовал, потому что вот что она делает здесь в школе, а вот это она нарисовала дома, это же совершенно две разные вещи. Наверное, вы за нее нарисовали. Мама говорила, да нет, что мы не умеем, мы вообще там научные сотрудники. Вот, они не верили. Вот, поэтому, в общем, это, наверное, был как раз тот момент, когда мы поняли, что в этой школе я не продвигаюсь. И ты перешла в какую-то... И я просто ушла, и мы тогда решили, куда я буду поступать. И я занималась год с педагогом. И вот тогда произошел какой-то качественный скачок с очень хорошим педагогом. Угу. Да, и все. Прекрасно. Юль, давай поговорим о твоих книгах. За твоей спиной уже 55 книг. Русские, английские, русские западные издательства. Вот какие все-таки критерии хорошей иллюстрации и плохой? Потому что часто ты говоришь, вот это просто прекрасно, все удалось, а это слабо очень, и вообще лучше не смотреть. Вот для тебя, может быть, не общая такая для всех, а именно для тебя. Как вот поделись? Я думаю, здесь это именно критерий следующий для меня – проверка временем. То есть если иллюстрация через какое-то время мне по-прежнему нравится, то, может быть, ничего, удалось. А если мне хочется ее переделать, а переделывать хочется очень большой процент своих иллюстраций, это очень такой естественный, наверное, процесс для творческих людей, мы редко бываем чем-то довольны, то, может быть, можно было сделать лучше. Но, опять же, это сложный вопрос, потому что я же тоже меняюсь как художник, стиль как-то меняется, я учусь новым каким-то приемам. То есть книжку, которую я первую сделала свою, сколько прошло уже, не знаю, больше 10 лет назад, 15 лет. Вот. Сейчас я на нее смотрю и думаю, о боже мой, я бы все сделала, но настолько по-другому, сейчас это было бы лучше. Вот. А еще существует такая проблема, как дизайнер книги, потому что у меня есть проекты, где я сама себе как бы дизайнер, самые творческие, так сказать, проекты, как правило, именно русские книги.
И там я уже, так сказать, ответственна за все, за весь макет и так далее. Вот. А есть книжки у меня, к счастью, в основном это книжки такие научно-популярные, где я даже не знаю, кто дизайнер и так далее, то есть от меня просто требовались картинки, и они вроде были нормальные, пока я их делала, такие, ничего. Вот. А потом, когда я их увидела в книжке, то у меня встали волосы дыбом, потому что они просто смотрелись ужасно, потому что это еще контекст, в который как ты вставляешь эти рисунки. Вот, а вот такие технические моменты, форма, цвет, вот это значение для тебя, что самое главное значение? Ой, ну это невозможный вопрос, потому что это же синтез, это все вместе. Это же все вместе. Иногда смотришь какие-то книги с иллюстрациями там, других художников и думаешь, о, как красиво по цвету, но там не дотянул, например, композиция или тут, да, или наоборот какая-то, как красиво, как интересная задуманная композиция, но там нет чувства цвета или так далее. Поэтому это абсолютно, конечно, все вместе. Юля, а что тебя вдохновляет? Вот такой обычный вопрос, все, наверное, 100 раз тебя задают на дню. Какие-то события, моменты, или это текст конкретная, книга? Ну, во-первых, конечно, поскольку я иллюстратор, я работаю с текстом. Это изначальное вдохновение, это текст, это безусловно. И чем лучше текст, тем больше вдохновения. Я получаю текст, я его читаю, и потом, конечно, начинается какая-то такая работа. Она не выключается никогда, и если я там хожу, не знаю, плаваю, сплю, у меня постоянно происходит вот эта работа в голове, такая приятная. Но это если у меня есть конкретный текст, да, и я должна вот делать, я уже как бы завожусь, чтобы делать конкретную книгу. А в смысле вдохновения вообще, да, что меня вдохновляет, абсолютно все, абсолютно все. То есть, так же, как и у многих художников, у меня есть целые безумные папки, напиханные какими-то открытками, какими-то выдранными из журнала картинками, вот как обычно сидишь у дантиста, да, и там какие-то журнальчики, и смотришь, и вдруг понимаешь, что там картинка, которая тебе просто обязательно нужна в твоей жизни. Ты не знаешь зачем, но это вечная подготовка к какой-то работе, и ты ее медленно начинаешь, чтобы никто вокруг не слышал, чтобы не создавать звука запретного, ты ее тихонечко оттуда вырываешь и прячешь в карман. Она тебе может никогда не пригодиться, но она тебе зачем-то нужна. Вот, поэтому абсолютно все. То есть я там гуляю, у меня телефон в кармане, я всегда что-то снимаю. Причем, не знаю, сочетание цветов, какая-то тень, какой-то пес смешной прочитал, ха-ха, оговорка, пробежал. Не знаю, абсолютно все. Детские рисунки меня очень вдохновляют. Вот, поэтому, дети, если вы увидите что-то подозрительно знакомое у меня в книжке, значит, я слезала у вас. Вот, дети делают фантастические вещи, и меня тоже очень вдохновляет. У них вот это как бы случайная техника получается, а я это все себе, значит, запоминаю. Вот, ты упомянула открытки, как раз неспроста я спросила, потому что ты рисуешь, это не только иллюстрация книжка. Вот, например, открытка прекрасная, мне она очень нравится, это медведь, который занимается фитнесом, он в берлоге, это зимняя спячка, то есть ни в коем случае, чтобы случайно еще не потолстеть. Да. Это откуда вообще? Это же открытки или да, дело в том, что да, у меня много открыток, но все мои открытки, 90, наверное, 9%, это иллюстрации. Это картинки, которые были когда-либо изданы где-либо. У меня много, я работала в журналах, и вот эта вот, по-моему, картинка, если не путать, это очень-очень старая картинка, по-моему, как раз была, да, точно, это был сайт, такой журнал на онлайне. Моя прекрасная подруга Света Богданова там была редактором, вот, и я у нее как придворный иллюстратор, значит, там тоже рисовала,
И это вот, по-моему, судья, я сейчас просто узнала этот формат длинненький, да, это было оттуда. О чем была статья, я совершенно не помню, может быть, о каких-то зимних подарках, но почему-то, да, именно эта открытка среди моих рождественских очень популярна. Прекрасно, да, очень смешная. То есть она была какая-то статья, вот, так сказать, открытка, иллюстрация осталась, о чем статья, уже не помню. Давай теперь поговорим о иллюстрации и творчестве. Иллюстрация – это все коллективный вид творчества. Ну, по сравнению, например, с писателем, он, в принципе, может написать, что называется, в ящик. А когда мы говорим о иллюстрации, ну, как минимум, нужно 2 человека: писатель, там, поэт, копирайтер и художник. Это как минимум. А фильм – это тем более, наверное. То есть это коллективный вид творчества. Вот эта коллективная творческая мысль, она важна для окончательного продукта, то есть твоей иллюстрации. Вы обсуждаете, вы творите вместе обычно, или это не совсем так, просто ты читаешь книгу, а потом делаешь свое дело? Это очень индивидуально, очень зависит от книги и непосредственного проекта, очень по-разному. Большинство моих английских книжек, фактически все, кроме, по-моему, одной, нет, сейчас я пытаюсь вспомнить, секундочку. Да, очень многие из моих английских книжек это просто мне присылают, так сказать, издательство присылает текст, присылают задачу, что они хотят, сколько иллюстраций, когда чего, там, так, контракт, и все, я это делаю. Я делаю эскизы, они их смотрят, делают какие-то поправки, если нужно, я делаю финальную работу, и мы расстаемся все довольны. То есть абсолютно нет никакого, я никогда не вижу этих людей, я никогда от них не слышу, да, это абсолютно как бы мы отдельно друг от друга, я не встречаю автора, я не знаю, кто он. У меня есть до сих пор один автор, я даже до сих пор не могу понять, это мужчина или женщина, что там такое имя какое-то вот странное, иностранное имя, и я вот не знаю, кто до сих пор. Вот.
И в то же время у меня есть проекты, в которых авторы очень вовлечены. Да, например, вот последняя книжка, которая вышла буквально вот 2 недели назад, правда, взрослая книжка, не детская, вот «Твой лучший гороскоп». Там мы с автором непосредственно друзья, и мы работали не только над созданием каждого персонажа вместе, но и над каждой иллюстрацией, проговаривали каждую иллюстрацию, их там почти 120. Но это достаточно уникальная книга, потому что она о очень конкретных вещах. Там не сколько про творчество, там про такую конкретику, поэтому... А какой вариант тебе больше нравится? Тебе вообще важно разговаривать, обсуждать, говорить с автором? Нет. Мне нужны какие-то границы, мне нужно понимать, что автор, например, хочет, если это от него вообще зависит. Но нет, я очень такой свободолюбивый в смысле творчества человек, и вообще, наверное, мне очень важно, чтобы мне никто не мешал, никто ко мне не лез, я должна сама придумывать и сама это все исполнять. Когда вдруг, особенно в середине процесса, вдруг кто-то что-то, значит, говорит и хочет изменить, для меня это очень тяжело бывает на самом деле. Но, к счастью, таких случаев у меня, ну, буквально на пальцах перечесть. Вот как раз о границах ты употребила это слово «границы». Вот следующий вопрос как раз получился, кстати, от границы. Запомнилась такая фраза, какой-то иллюстратор сказал, что художник известный, что иллюстрация – это прекрасное упражнение на смирение. Но ты все-таки иллюстрируешь автора, то есть первоначально должен быть текст, он, возможно, продиктует свои условия. То есть вот это как раз о границах, ты наверное, все-таки не совсем свободна в этом. Ну, ты понимаешь, нет, есть, конечно, какой-то элемент, я должна сказать, некий элемент подчинения есть, но мне пока чуть-чуть как-то везло в моем творчестве. Я действительно я достаточно свободна в том, что я делаю, а в некоторых проектах свободна вообще, то есть просто вообще, вот, например, те русские книжки, которые мне давали и говорили просто вот текст, и вот столько-то страниц, и вот такой формат, все, вперед. И это абсолютное счастье, я, говорю, ограничена была исключительно вот только форматом этой книжки. Мне всегда еще интересовал вот такой вопрос. Ну, хорошая иллюстрация, я думаю, все-таки это общепризнанное мнение, хотя не знаю, может быть, ты по-другому думаешь. Хорошая иллюстрация всегда дополняет текст. То есть она не копирует, иллюстрирует, она дополняет текст. То есть... ну, логически как-то вот продвигая эту мысль, получается, что когда созданы прекрасные иллюстрации, вышла книжка с иллюстрациями. И если вдруг их вытащить из этой книги, то есть, да, получается, что текст обеднеет. А это смотря о какой книге мы говорим, о детской или о взрослой. Потому что, честно говоря, в детских книгах иллюстрация играет очень важную роль, и чем младше ребенок, тем большую роль она играет. На самом деле есть сколько угодно книг, где текст просто никакой, а иллюстрации просто делают эту книгу. И у меня есть несколько таких книжек, когда, ну, текст, прямо скажем, он, ну, совсем как бы не очень. Вот, и я на это даже такие случаи рассматриваю как вызов. Мне даже это интересно, мне хочется из этого довольно плохого текста сделать хорошую книжку. Я понимаю, что именно ответственность лежит на моих иллюстрациях. То есть это даже еще больше ответственности, чем обычно. Вот, поэтому, опять же, тут надо понять, про какую книгу. Тогда бы я задала тебе вот такой следующий вопрос о как раз тех случаях, которые, как ты сама говорила, когда иллюстрации могут вообще даже, может быть, спасти текст. У меня есть такой пример из твоих книжек,
который для меня это типично заказной текст, когда заказывают текст, особенно в образовании, это, наверное, часто сейчас, школы, там, Министерство образования, редакции для каких-то целей, ну, например, для чтения или для адаптировать там историю или географию, для каких-то образовательного процесса. И вот одна из таких книг, вот она, по-моему, у тебя там есть, вытащи, если можно, пожалуйста. Это история, биография английского художника, написанная для учеников, для школы. Я думаю, что это совершенно вот для меня это очень такой пресный механический текст, и спасает книжку, можно сказать, только твои иллюстрации. Причем вот такие иллюстрации, потом покажем их. Конкретно мне показалось, что иллюстрации просто спасли эту книжку. Иллюстрации намного богаче, серьезнее, чем сам текст. Так вот такой вопрос. Это вообще взрослая, так сказать, это для детей книжка? Нет, это для детей, да. Ну, это школьная библиотека, да. Это школьная библиотека. Что интересно еще в этих иллюстрациях, конкретно в этой книге, мне кажется, что тебе удалось передать какие-то очень взрослые чувства. Вот насколько можно через детскую иллюстрацию передать какие-то более серьезные взрослые чувства? Конечно. Нет, ну, конечно, можно. Это сложно, и я это не люблю делать, если честно, потому что я вообще предпочитаю рисовать неодушевленные предметы, делать их одушевленными. Вот, поэтому, ну, это как бы заказ, это хлеб иллюстратора, образовательная литература, и мне пришлось рисовать этого художника, это как раз Лаури. Вот, и у него там очень много печальных было моментов в жизни, и приходилось рисовать его таким печальным, а что делать? Вот когда смерть его... Ну да, но это как раз вот тот случай, о котором я говорила, когда совершенно необходимо базовое образование, потому что сейчас люди ходят на какие-нибудь там, не знаю, курсы иллюстрации или занимаются творчеством, а рисовать-то по-настоящему. Вот вам дали такую книжку, и там нужно реалистично нарисовать, ну, по-своему, но похоже, и нарисовать человека, нарисовать его эмоцию. Вот. И это надо как-то уметь, и мне это иногда приходится делать. Мне, как бы, опять же говорю, как-то пока везет, по-видимому, уже поняли, что я не люблю делать серьезные вещи. Я люблю, конечно, такую литературу веселую, или странную, или смешную, фантазийную, но... Некоторым моим друзьям-иллюстраторам, конечно, достаются достаточно тяжелые тексты. Например, несколько лет назад как раз вот был проект у Геворгизова, он собирал писателей и художников вот в такой проект. Мне досталась книжка, тут она тоже где-то там стоит или лежит, Ирины Зартайской, она была очень веселая, я с удовольствием все это делала. Прекрасная иллюстрация. Вот. А моей подруге, прекрасному иллюстратору из Петербурга, Маше Якушиной, досталась книжка про детей, которые лежат в больнице и болеют. И я в ужасе была, потому что я бы такое даже не взялась, я бы отказалась, я бы не, ну, наверное, если бы я постаралась, я бы ее сделала, но мне это безумно было бы тяжело, а она как бы вот сумела и сделала очень хорошую книгу из этого. Скажи, пожалуйста, а какое для тебя хорошее, а какое плохое издательство? Но кроме финансовой стороны, а какое ты, может быть, врагу бы не пожелала? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это очень такой интересный вопрос, учитывая, что я еще хочу работать. Без названия издательства. Да, наверное, они узнаются. Опять же, я должна сказать, что мне пока очень везло с издательствами. С кем-то было чуть тяжелее, с кем-то там нормально. Но, в общем, я должна сказать, что английские издательства, вот, наверное, все английские, еще там с американцами я немножко работала, это всегда очень четко, это всегда все в срок, это очень вежливо, это с абсолютным, люди к тебе пишут с абсолютным
пиететом, ты чувствуешь себя действительно уважаемым членом общества, уважаемым художником, к тебе обращаются с просьбой, так, в общем, не были бы вы так добры проиллюстрировать нашу книгу и так далее, и так далее. Всегда благодарят, и это очень приятно. И пожалуй, все вот такие вот, да, западные издательства, все вот так вот к тебе обращаются. Вот. И я, конечно, этим избалована, потому что, в общем, это нормальное отношение. А вот с российскими издательствами бывает немножко по-разному. У нас, к сожалению, вот эта вот этика такая деловая, она еще немножко хромает, на мой взгляд. И я встречала замечательные, интеллигентнейшие издательства, и там прекрасных людей, которые действительно прям болеют за дело и отвечают всегда, и очень вежливо, и чувствуют себя прям, и ты себя чувствуешь, что ты действительно им нужен, как художник. И в то же время несколько раз были случаи, когда по-другому с тобой разговаривают. И я всегда в шоке, потому что я от такого отвыкла, конечно. Вот. Ну, что еще? А что касается работы именно вот с редактором и какие-то границы, которые не ставят, ну, вот, и также с дизайнером? Ой, это тоже всегда болезненно, потому что с дизайнером тоже никогда не знаешь, потому что может повести, может не повести. То есть самая болезненная вещь, наверное, для иллюстраторов – это обложка. Вот. Кое-где мне дают делать свою обложку, а кое-где не дают ее делать. И самые, пожалуй, большие вопросы и терки были, или у иллюстраторов, и у меня тоже, бывали именно насчет обложки с издательством. В результате этих терок, я просто еще знаю себя, ты теряешь всякое вдохновение, и получается компромисс, всегда компромисс получается, потому что, ну, они хотят продать книгу, это совершенно естественно, это маркетинг, художник хочет все-таки выразить то, что внутри книжки на обложке. Ну, в общем, там разные силы в действии происходят, и это бывает болезненно и тяжело. Да. Чуть-чуть теперь о другом. Смотри, в этом веке, в нашем веке, в наше время, все-таки иллюстрация ассоциируется в основном с детской литературой, детскими книжками. Это, естественно, было так не всегда. Даже еще в прошлом веке, в советские времена, вот книжка, например, 1900, издание 80, это Бунин, «Темные аллеи», 1988 года, неважно, это нравится или хорошие, или плохие, но она проиллюстрирована. То же самое все мы, наверное, помним издание советской русской классики, да. Ну вот у меня «Большое сочинение Толстого», там иллюстрации, да, это взрослые. Не говоря уже о XIX веке, например, Диккенс, один из самых известных иллюстраторов его, то есть он, кто читает литературу, конечно, узнает иллюстрации прекрасные. Это гравюры, насколько я понимаю, могу ошибиться, но да, диккенсовские, то есть иллюстратор, по-моему, настолько важен, почти, говорили, как и сам автор. То есть иллюстрациями наслаждались, это было очень значимо, очень. Это взрослая литература. А почему так произошло? Что, почему их больше нет? Нет, почему, да, в основном это детская литература или не художественная? Я думаю, что все упирается в деньги, как всегда. Это же издать книгу – это очень дорого, а издать книгу с иллюстрациями – это еще дороже. Поэтому у нас массовый читатель, книги издаются, если ты сама заметила, по качеству очень часто хуже, чем, например, раньше, бумага хуже. То есть важно количество, какие там могут быть иллюстрации-то. А цветные иллюстрации я вообще молчу. Я думаю, дело в деньгах. То есть по-прежнему можно купить красивые подарочные издания, проиллюстрированные и так далее, но это уже на любителя. А сейчас, я думаю, еще и с тем, что очень многие читают в интернете, в онлайн, не знаю, мне кажется, просто отпала эта надобность. Мне так почему-то тоже кажется. Но в основном, мне кажется, это экономические какие-то. Да. И, честно говоря, ну, вот если он совсем... может добавить что-то в... Нет, я не
уверена, что они прям так очень нужны, эти иллюстрации во взрослой литературе. То есть вот с одной стороны, да, мы смотрим Диккенса, я помню, сама читала в юности все вот эти вот большие книжки взрослые, и сразу пролистывала, смотрела, есть ли иллюстрации, и уже прям ждала, когда наконец будет иллюстрация. Вот. Но это как бы вот лично я. Да, они полезны с точки зрения понимания того мира, да, вот тут у нас у Диккенс викторианская, значит, например, эпоха, да, и мы зато сразу видим, мы люди из другого века, особенно если там, мы понятия не имеем, там, во что они были одеты, как выглядели дома, мебель и так далее, то есть это просто полезно. Это полезная штука, но мне кажется, они использовались и, хотел сказать, сейчас используются, но сейчас-то точно для этого, а тогда, мне кажется, это такое какое-то украшение и удовольствие. Декорация. Даже не декорация, а просто вот дополнительное удовольствие от книги, просто вот эти вот иллюстрации. Особенно, если они хорошо сделаны, специально для них. Но здесь на самом деле это такая, мне кажется, искусствоведческая тема, в которую можно углубляться, у нас нет на это времени, потому что художники этим занимались специально. Художники искали специальные иллюстраторов. Да, вот как раз мы говорили о Эдгаре По, да, вот я написала про разные иллюстрации к Ворону. То там прям это целый конкурс история, был, конкурс, да, и кто только его не художники. иллюстрировал, ну, вот, хотя взрослая вещь, да. Скажи, пожалуйста, а как ты вообще можешь узнать художника, который тебе неизвестен, по иллюстрации, мужчина это или женщина, или, может быть, школу, вот это французская школа иллюстрации, или вот это наверняка, или почти что наверняка русский художник. Вот тебя мы сейчас проэкзаменуем. Как ты думаешь, ты можешь узнать? Ой, ну это очень сложно, конечно, это очень сложно. Раньше могла, то есть какие-то вещи, например, я вижу похожую школу у художников, которые окончили полиграф, вот особенно вот сейчас. Я вижу тенденцию такой, я визуально их начинаю узнавать. Потом раньше, конечно, разные художники в разных странах, тоже это как-то было заметно. Я бы сказала, в советской литературе определенный стиль тоже очень был популярный. Но сейчас мир стал настолько маленький в связи с интернетом, и все художники настолько в своих стилях, так сказать, перемешались, что, я думаю, это очень сложно. Я думала над этим вопросом, думаю, ну, может быть, у мужчин бывает пожестче линия, женщины могут рисовать. Особенно такая, знаете, вот литература такая жуткая, которая продается в киосках, там такие совсем карамельные какие-то пупсики, собачки и кошечки с большими глазами, жуткими цветами. Но мне кажется, в основном такое женщины могут делать, как-то это им немножко больше свойственно. Но в целом сложновато. Вот квиз маленький. Так, да. Не боюсь. Вот это несколько иллюстраций к русским сказкам. Да. Как ты думаешь, что это делал русский иллюстратор или художник, там женщина, мужчина? Именно ли русский или не русский? Ну, скажи, что ты вообще об этом думаешь? Что ты можешь сказать по этой иллюстрации? Нет, ну что, интересная такая, немножечко зловещая она. Не русский, я думаю, что это не русский иллюстратор, честно говоря. Женщина или мужчина, не могу сказать, может быть, кто угодно, если честно. Возможно, женщина. Возможно, женщина и, возможно, западный художник. Правильно, западный художник. Да? Это, насколько я знаю, это Почему мужчина, я говорю, что западный? Потому что трактовка вот этой вот архитектуры, избушка на курьих ножках. У нас же все-таки определенный есть образ этой избушки на курьих ножках. И очень интересно, кстати, смотреть, как западные художники это себе представляют. И я вижу, что это очень-очень по-другому. Но это современное. Я вижу, что это современное, но да, видно, что не русские. Так, вот эти две еще, тоже к русским сказкам. Это чудесное совершенно, мне очень нравится, очень тоже необычная трактовка, и тоже я бы сказала, что это западный художник, это не русский художник.
Думаю, что тоже женщина. Да. Это итальянский художник, итальянская художница. И последнее. Ой, вопрос загадка. Это мне вот как-то не очень. Почему у нее третий глаз во лбу? Ну, явно, наверное, да. Постмодернизм. Жесткая такая штука. Насчет русского западного не знаю, тяжело сказать, но, может быть, даже и мужчина. Да, это, насколько я знаю, итальянская художница тоже. А тоже это женщина. Просто, да. Юль, в этом веке говорят о мультимодальности в искусстве и творчестве. То есть сочетание, связь текста, звука, анимации и так далее, и тому подобное. А вот в чем душа иллюстрации и рисунка? То есть что-то такое невозможно передать, может быть, другими видами, невозможно передать тем же самым там, звуком, словом. Мне кажется, что иллюстрация, а когда мы говорим иллюстрация, мы говорим книга, это очень интимная вещь. А когда я говорю о, в основном, конечно, о детской иллюстрации, мы сразу себе представляем ребенка, мы представляем вечер, вот он сидит в кровати, он смотрит эту книжку, или кто-то из родителей ему читает эту книжку. Это очень личная, это очень интимная вещь. Сложно придумать другой вид искусства, которым можно вот так вот камерно наслаждаться. Мало того, что это вот такое просто вот удовольствие, это ведь еще вещь, которая очень сближает, вот это вот даже чтение перед сном, да, или совместное рассматривание картинок. Это тот вот самый момент бондинг между, так сказать, родителем и ребенком, например, да. То есть, мне кажется, это очень-очень личная вещь, и, надеюсь, она всегда будет. А в чем новаторство компьютера? То есть, как ты думаешь, что сейчас, то есть без компьютерной иллюстрации, насколько я знаю, ты очень сама много используешь компьютер? Нет, я вообще его не использую. Нет. Я как раз отсталая достаточно, очень в компьютере, честно скажу. Я не работаю на планшете, многие мои знакомые уже давным-давно рисуют на планшетах, я не рисую им, я не знаю вообще, честно говоря, даже что это такое, у меня его нет, и не хочу, пока не хочу, я люблю вот ручками рисовать, я люблю текстуру. На компьютере, в фотошопе, да, я работаю, но это для того, чтобы отсканировать работу, чтобы ее, во-первых, послать в издательство, а во-вторых, немножко подчищаю. У меня есть одна единственная книжка, вот только что вышедшая, сделанная цветом на компьютере, то есть линия, она все равно нарисована тушью от руки, потом отсканирована, но цвет уже он залит в фотошопе. Но она у меня вот из 55 есть одна такая книга. Вот. Я, опять же говорю, далека от этого. Очень многие примеры компьютерной графики в иллюстрации мне не нравятся. Они мне кажутся довольно бездушными. Ну, так же, как в мультипликации, в анимации. Вот как раз мультипликация. Да, вот это вот такое немножко пластмассовое покрытие какое-то этих рисунков, в нем не хватает для меня теплоты, какой-то естественности, жизни, линий, которые дышат, случайностей, которые получаются, когда ты работаешь руками. Вот. Но опять же, это вот лично для меня. Конечно, есть люди, которые работают в фотошопе, в вот этой вот компьютерной графике совершенно прекрасно. Тебе нравятся некоторые? Есть профессионалы, которые это делают фантастически, но в основном все-таки как-то мне пока не очень, А ты задумываешься, иногда, может быть, раздумываешь о судьбе, о будущем иллюстрации и рисунка? Да нет, я, конечно, об этом особенно не думаю. Единственное, иногда, когда заходит разговор в связи с развитием интернета и тем фактом, что люди все больше и больше читают с экрана, конечно, вечный вопрос, а вообще останется ли книга?
Вот. Но, останется? Ну, надеюсь, что останется. Я думаю, что останется, потому что, мне кажется, вот эти моды, которые идут так вот спиралеобразно, то есть, например, сейчас опять приходит мода на ту же ручную анимацию или на ручное рисование, потому что я даже сама заметила, иногда я предлагала издателям сделать цвет, например, в фотошопе. Была такая, значит, опцию даю. Они говорят: ой, нет, 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 пожалуйста, нет, делайте так, как вы делаете, нам так нравится. Мы предпочитаем, мы хотим руками. Вот, поэтому... Будем надеяться. Да, я думаю, это все останется. Но, между прочим, даже в онлайне все равно книжки, которые сейчас можно купить, цифровые, там иллюстрации-то все равно есть. То есть все равно должен кто-то это нарисовать изначально. Скажи, пожалуйста, а вот если бы, не дай бог, конечно, ты не смогла рисовать уже по какой-то причине, или просто тебе, не знаю, запретили, или там дети сказали тебе: все, мама, ты не рисуешь, ты уже все, у нас внуки, теперь сидишь с внуками. Вот что для тебя все-таки этот момент творчества, вообще твоей жизни, рисунок? Я знаю, какое-то время ты бросила детей, ты не рисовала. Ой, ну... Я не знаю, если бы мне запретили рисовать, я не знаю, что бы со мной было, потому что я больше ничего не умею. То есть я буду рисовать, пока у меня не отсохнут ручки и пока глазки мои будут хоть что-то видеть. Но дело в том, что поскольку я же еще преподаю детям с большим удовольствием, но опять же я преподаю рисование, поэтому опять же без глазок и ручек я и детям-то преподавать не смогу, поэтому... Ну ты можешь еще, ты можешь топиться в лебяжьей канавке, а что делать? Вот, ну, не знаю, хотя это мое любимое занятие, мне кажется, это моя правильная как бы стезя. Я не представляю, что я еще могла бы делать. Я в свое время пыталась подрабатывать совершенно какими-то там другими способами, какими-то, ну, там, типа, уборщица или там что-то, ну, давно еще. И это было ужасно для меня. Не то, что это было тяжело, это не было тяжело, но я была просто глубоко несчастна. Вот когда я это делала, даже эти всего несколько часов в неделю, я чувствовала себя глубоко несчастным человеком. Я чувствовала, что я занимаюсь не своим делом, что в то время, пока я там возюкаю веником, я могла бы рисовать, я могла бы, может быть, искать работу в этой области, что я трачу свою жизнь. Так что нет, не отбирайте у меня карандашики, пожалуйста. Никогда. К счастью, это та профессия, которая, если, опять же, позволяет здоровье, можно этой профессией заниматься до конца жизни. Вот. Я надеюсь, что так оно и будет. Тем более, что, опять же, опыт и знания, и умения, они только накапливаются. Вот. Поэтому... Пару вечных вопросов. Вопрос такой: художник свободен? Опять же, это огромный такой широкий вопрос, и надо понимать, что ты в него вкладываешь. Мне кажется, что во многом да. То есть мы, конечно, где-то зависимы от, естественно, автора, от источника, хотя много художников, которые и сами пишут и делают свои книги, поэтому, конечно, абсолютной свободы не бывает, и к тому же нужно дойти до определенного уровня, чтобы все-таки чувствовать эту свободу. Но мне кажется, что у меня достаточно этой свободы. Мне, говорю, опять же, я чувствую, что я довольно много это слово сегодня произношу, пока мне везет, у меня есть возможность вот самовыражаться и рисовать так, как я хочу, и фактически то, что я хочу, и в этом, безусловно, есть свобода. Вот. А творчество вообще это свобода. Какое творчество может быть без свободы? Это же невозможно, правда? Конечно. Следующий вопрос. Это последний вопрос вот из этого раздела, и потом у нас еще несколько вопросов. Он личный и не личный. То есть это не о личном, а глубоко личном. Любовь и творчество, твое творчество, иллюстрация в твоей жизни, оно как-то на протяжении вот всех этих лет оно связано было, то есть любовь и очень большой творческий подъем, или наоборот?
Опять же, о какой любви мы говорим? О любви там, к человеку или мы говорим о любви вообще? Потому что в моем понимании любовь – это вообще как бы смысл жизни. И я именно говорю сейчас любовь, которая равняется радости. Потому что, как мне кажется, смысл жизни так обычно это вот, он чисто биологический, так вот мы, в общем-то, высокоразвитые зверюшки. Вот, но поскольку мы все-таки высокоразвитые зверюшки, то мы, да, то у нас, поскольку нам дан вот этот мозг, эти эмоции, это сердце, то мы понимаем, что вот у нас есть эта короткая жизнь, и мне кажется, что вот наша задача прожить ее как можно радостнее и для себя самих, и для других. А что такое радость? Радость – это любить все, что можно, это любить конкретных людей, там, не знаю, своих родителей, своих детей, своих партнеров, это любовь к городу, где ты живешь, к стране, это любовь к своей карьере, к своей работе, творчеству, к друзьям, вообще ко всему вокруг. Вот. Поэтому это абсолютно связано для меня. То есть у меня есть вот эта как бы внутренняя любовь, внутренняя радость вообще в отношении всего. И я очень люблю людей, в принципе, вот просто вот очень люблю людей в целом. И как-то я чувствую, да, меня это подпитывает, это дает энергию, это дает какое-то, я не знаю, желание вообще жить дальше и, естественно, работать. Да. Ну, все, кто с тобой, кто тебя знает, с тобой общается, да, наверное, то же самое сказали бы, и это видно, мне кажется, через в твоих иллюстрациях. Последние 3 вопроса. Что бы ты посоветовала родителям? Ты давно преподаешь, и также ты прекрасный учитель, мы тебя очень ценим в нашей школе. Что бы ты, какого советы родителям, что нужно делать, чтобы не отбить желание у ребенка рисовать или иллюстрировать, может быть, даже рисовать, скажем. Ну, у меня на самом деле на эту тему есть целый ролик большой в интернете, там можно послушать, там как раз Альпина Паблишес, издатели, там, «Колбаски», «Бабушки Зимы» и всех этих книжек, они сделали такое хорошее интервью, где там рисую под камерой колбаску, показываю как, а во второй половине очень долго как раз говорю о детском рисовании и о том, как вообще с этим быть и что с этим делать и так далее, и так далее. Вот, этого можно посмотреть, там это все поподробнее. Но, в принципе, я бы сказала 2 вещи. Во-первых, чтобы ваш ребенок рисовал, первое, обеспечьте его материалами. Не обязательно, говорю, не обязательно, так сказать, скрипку Страдивариуса, да, нужно просто приличные, нормальные такие материалы, которыми бы он мог пользоваться. Дайте ему место в вашем доме, чтобы вы не беспокоились, что он измажет стены и ковер, и если измажет, чтобы вы не беспокоились, и себя тоже. Вот, то есть, во-первых, возможности, чтобы у него это все было. Много всякой разной там техники, бумага, дешевую бумагу, обои какие-нибудь, все что угодно. Вот. Во-вторых, не мешать. То есть не лезть к ребенку и не говорить, что ой, это не так, это не похоже, а почему у него там шея такая? Почему свинья зеленая? Почему свинья зеленая? Это не похоже, да, давай ты нарисуешь его. Вот, то есть не лезть со своим каким-то таким мнением, вот, общепринятым. А потом, с другой стороны, поддерживать и развивать, то есть с ним рисовать, не на его работе, а садиться рядом можно и просто рисовать. Или вы там сходили, погуляли, и это, кстати, уже больше даже относится немножко к иллюстрированию своих каких-то впечатлений или книжек, то есть вы с ним почитали книжку, а давай мы нарисуем вместе картинку, или вы сходили погулять, что-то там интересное увидели, а давай это вот нарисуем, да, вот этот вот парк с этими утками и так далее. Вот. То есть все упирается опять просто в поддержку, в понимание, внимание и ни в коем случае не давление на своего ребенка. Если он хочет рисовать, это же творчество. То есть есть настроение, рисуешь, нет настроения, нет, у меня то же самое. Не надо заставлять ребенка рисовать, если он не хочет. Раскраски?
Раскраски – это мой больной пунктик. Поэтому спросила. Да. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что дети должны развивать моторику, но, в принципе, есть и другие способы развивать моторику, я думаю. Дело в том, что большинство раскрасок детских, они не очень, скажем так, образы, которые там созданы, они не самые прекрасные на свете. И они приучают детей, которые много занимаются этой раскраской, вот непосредственно к этим образам. То есть вот рисует девочка эту принцессу, и своя принцесса в голове у нее уже не очень-то создается. У нее создается вот этот вот принцессовый странный образ, вот такой вот. То есть, и я не очень вижу смысла в том, чтобы ребенок сидел и вот одним цветом закрашивал аккуратно внутри линий вот эту вот принцессу. То есть я понимаю, что для родителей это 10 минут тишины. И это бывает полезно, например, в дороге, да, там в машине и так далее. Но если уж вы купили раскраску ребенку, ну, вы знаете, может быть, хотя бы предложите ему раскрасить это разными цветами, то есть не просто одним, а может быть разными, может быть смешать, может быть сделать какие-то там варианты и так далее. И чуть-чуть залезть за линию. Залезть за линию, не бояться, да. У меня дети как-то никогда не раскрашивали, мои собственные дети. Я даже не помню, чтобы я такое им покупала. Вот. Так что, можно, конечно, иногда, но не увлекайтесь, не увлекайтесь. Я тут занималась с одной прекрасной маленькой девочкой, и мы с ней, кроме всего прочего, должны были нарисовать принцессу. И она так, а покажи мне картинку, как принцесса выглядит. А я знаю, что она раскраску как раз делала, она мне сообщила. Я говорю, а зачем ты? Сейчас ты придумай ее. Нет, ну вот она должна быть такая, вот в том-то и дело, когда ребенок уже чувствует, что какой-то образ должен быть каким-то конкретным, это не есть хорошо уже. То есть вы просто как бы наступаете на воображение вашего ребенка, не даете ему развиваться полностью. Поэтому лучше поменьше этого всего. Несколько, хотя бы 3-4 самые чудесные книжки, прекрасных твоих любимых, современных, а может быть и не современных, кстати, иллюстраторов, которые просто ты бы посоветовала, нужно иметь каждому родителю в каждом доме для своего ребенка. Твой совет. Ну так мы про старые или про новые говорим? А можно и то, и то. Ну давайте про то, и то. Вот у меня тут, у меня моя детская библиотека, мои дорогие родители, спасибо им большое, они мне всегда покупали хорошие книжки с лучшими иллюстрациями. Вот, телевизора у меня не было, и вот книжки эти были мои любимые совершенно занятия, болеть и бесконечно читать и рассматривать эти книжки. Я подозреваю, что немножко это все повлияло на мою голову. Вот. И эту библиотеку я перевезла с собой, частично у нас в школе азбука, вот, а самые любимые остались у меня. К счастью, большинство этих книг сейчас переиздается. Не всегда, скажем так, в лучшем варианте, на мой взгляд, но они переиздаются, и их можно купить. Ну вот, мне показывать под камеру это? Конечно. Где камера? В какую камеру? Вот сюда, да? Понятно. Так, ну вот, конечно же, прекрасный наш... Сейчас. Вот прекрасный Виктор Пивоваров, его иллюстрации Коли Лукоя. Рисунки, Лебедев, конечно, великолепный. Кстати, вот говоря об иллюстрациях, это вот именно рисовальщик, каких мало. Вот какой рассеянный Маршака. Это книжка аж 68 года. Конечно же, Варежка. Но Варежка, опять же, это вот эти книжечки были у нас в детстве по мультфильму Шварцмана. Вот. Любимейший совершенно Аля Кляксич и буква А с рисунками Чижикова, который тоже всегда был моим кумиром во многом. Видите, они все такие у меня заклеенные и так далее. Ну вот, еще Пивоваровы, Калиновского, это
Мэри Поппинс с иллюстрациями Калиновского, совершенно гениальная, абсолютно обожаю эту книгу. По-моему, ее тоже переиздали. Как раз нашим русско-английским детям будет очень интересно. Да. Потом я смотрю, да, у меня много Пивоварова, вот очень его люблю, Овсей Идрис. И, конечно, великолепные «Братья Трауготы», книги с их иллюстрациями, они тоже фантастически меня всегда завораживали. Огниво Чижикова и, например, конечно, всеми любимый Карлсон Савченко. Он работал тоже у нас, конечно, на Союзмультфильме, мне даже удалось с ним немножко поработать, повезло чуть-чуть. А из современных? Вот, из современных мне как бы нечего показать, у меня нету с собой книг, но я бы сказала так, вот сейчас вышла, например, книга, я их уже заказала, но они в Москве, эти книжки ждут меня, тоже моей подруги, совершенно великолепного иллюстратора московского, Юли Сидневой. Книжка называется «Дон Кихот на качелях». Там на одной стороне испанские такие стишки, там прибаутки или какие-то там чего-то, а на другой стороне русский перевод. Но иллюстрации просто какие-то, просто гениальные. После этой книги мне, честно говоря, хочется просто уйти из профессии, потому что великолепно. Очень советую для тех, кто действительно хочет красивую, прекрасную книгу. Что еще бы я посоветовала? Книги Геворгизова иллюстрированные, но у него, кстати, у него все иллюстраторы отличные, он очень выбирает своих иллюстраторов, но вот последние его книги, я сейчас не помню название, иллюстрированные совершенно прекрасной питерской художницей, которую зовут Алиса Юфа, совершенно сказочные тоже, очень советую. Ну и последний вопрос и пожелание, в общем-то. Какую бы книжку ты очень хотела, или, может быть, текст проиллюстрировать в своей жизни? Ну, вообще, я очень надеюсь, что книги, которые я еще проиллюстрирую, они вот уже пишутся, уже вот-вот. Они на подходе. Мне даже как-то не очень интересно иллюстрировать книги, которые есть, если честно, вот так думала об этом. Нет, особенно какую-то старую классику, потому что уже переиллюстрировано столько раз и такими прекрасными художниками, что мне уже не хочется это делать, мне хочется что-то совершенно новое сделать. Единственная книжка, которая вот вышла тоже только буквально недавно, я бы хотела ее сделать, это книжка моего любимого автора Маши Рупасовой про двух котов, Мартын и Барсик. Вот, эта книжка вышла с другим иллюстратором, но мне бы очень хотелось повторить, то есть, может быть, через несколько лет, если эту книгу переиздадут, я бы хотела, безусловно, ее проиллюстрировать, потому что это очень моя книжка, конечно, и я прям вижу, что там можно сделать совершенно прекрасно. Вот. Но вот это вот одна конкретная такая, да. Ну что ж, я тебе желаю прекрасного, чудесного Мартына и Барсика. Да, они уже готовы. Чтобы мы с ними познакомились. Долгих лет в иллюстрации и преподавании также. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Юля, до свидания. До свидания.